Многофункциональный пылесос Dreamy в черном корпусе встретишь не так часто, но L30 Ultra именно такой. Солидный, красивый, некогда флагманский. Да, у него нет выдвижной торцевушки, как у свежего X40 Ultra, но в остальном набор возможностей почти такой же. Детальная настройка распознавания предметов, сброс салфеток на станции, продуманный алгоритм влажной уборки. Особенно это касается работы в углах. Но актуален ли L30 Ultra в 2025 году? Помогает ли подсветка объезжать препятствия? Действительно ли робот такой мощный, как заявлено? И самое главное, стоит ли платить за L30 Ultra, когда рядом стоит более дешевый Pro Ultra Hit? На все эти вопросы найдем ответы только в фирменном обзоре Best Robot. Версия Dreamy L30 Ultra поставляется в большой красивой коробке с надписями на русском языке. Посмотрим, что внутри. Огромная док-станция, которая не помещается в кадр. Робот-пылесос. Черный, чертовски солидный. Шнур питания для станции. Пара моющих дисков, их нужно установить под пылесос. Большой, но все-таки одноразовый картридж объемом 450 мл. Толстенный гримуар, помогающий оживить эту чудо-машину. Русский язык присутствует. Quick Start Guide или Schnell Start Anleitung. Выбирайте, что вам понятнее. Гарантийное обязательство на 1 год. Адреса сервисных центров можно посмотреть на сайте производителя. Запасного мешка на первый взгляд нет, но не стоит расстраиваться. На самом деле он сложен в специальном отсеке на станции. А если вам понадобятся дополнительные аксессуары, всегда можете найти их на маркетплейсах. В характеристиках стоит обратить внимание на топовую батарею 6400 мАч, повышенную силу всасывания и габариты, которые я прокомментирую через 15 секунд. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Полная высота корпуса Dreamy L30 Ultra составляет 104 мм. При этом стандартный проезд под мебелью составляет 100 мм, из-за чего могут быть проблемы с заездом под диван. Черный корпус в сочетании с бронзовым лидаром наверняка впечатлит гостей, но только если вы заранее протрете его тряпочкой. Он как будто коллекционирует пыль и отпечатки. Лидар с датчиком давления работает очень мягко. Впереди механические кнопки для быстрого управления. Пуск, домой, локальная уборка. А под лицевой панелью, как обычно, пылесборник. По нынешним меркам он объемистый. 350 мл хватит на большую квартиру. В контейнере предусмотрели клапан от выпадения мусора в воздуховод. HEPA-фильтр по старинке установлен в задней стенке, но его защищает сетка, так что срок службы не сокращается. Поставим крышку на место и рассмотрим систему навигации. В центре фронтального окошка объектив камеры. Она будет распознавать предметы. По сторонам светодиоды, которые автоматически включаются в темноте. Еще дальше углубления. В них скрываются линейные лазеры. Не забыл производитель и про боковой датчик, чтобы робот ехал строго вдоль стены. Следом за маленькой решеткой динамика размещается большая решетка, через которую из мотора выходит воздух. На корме стандартный набор аксессуаров. Датчик поиска базы, клеммы для зарядки, отверстия для заправки бачка, парковочное углубление. Клапан для выгрузки мусора традиционно находится слева. Касательно рабочих инструментов под днищем. Тут все традиционно. Вездеходные колеса плюс поворотный ролик. Датчик обнаружения ковров. Они будут отображаться на карте. 4 датчика поверхности. Обычно у таких роботов их бывает 5-6. И фиксированная торцевая щетка с 3 метелками. По центру наблюдаем плавающий рабочий блок, внутри которого фирменный валик Dreamy. Оба торца снимаются для удобства обслуживания. А чтобы максимально облегчить себе жизнь, можно вообще поставить щетку с лезвиями. Сзади устанавливаются моющие диски, один из которых выезжает в сторону при движении вдоль стены. Мопики мелковорсовые должны хорошо впитывать влагу. При заходе на ковер оба диска поднимаются на 10,5 мм, а при необходимости робот может вообще оставить их на станции, как тапки. Для этой цели в центре крестовин на станции сделали магнитные штыри. Кроме этого, станция выгружает собранный мусор с помощью вот этих отверстий с манжетами. Заправляет встроенный бачок пылесоса, стирает салфетки за счет трения о ребра поддона, причем в горячей воде. Видите предостережение на лицевой панели?
А в конце уборки обдувают их теплым воздухом, чтобы высыхали быстрее. Скребков для промывки поддона, как у старшей X40 Ultra, у 30-ки нет. Поддон можно просто извлечь и промыть под краном. То же самое касается пандуса для заезда робота. Под лицевой панелью находим два отсека. Большой, где установлен мешок, куда станция вытягивает мусор. И маленький отсек, где лежит запасной мешок. Резервуары устанавливаются под крышку. Удобно вытирать пыль. Они объемистые, по 4-4,5 литра каждый. Конструкция самая обычная, без обеззараживающего элемента. Только емкость и поплавок того или иного типа. На задней панели станции сделали транспортировочное углубление. В самом низу разъем и пара выступов, на которые можно намотать шнур питания. А посередине панели тумблер питания и заглушка, под которой спрятаны отводы для подключения к инженерным сетям. Но модуль можно докупать отдельно. Он называется Row 4. Ссылку закреплю под роликом. В целом, док-станция Dreamy L30 Ultra порадовала как дизайном, так и набором возможностей. Главное — найти, куда ее поставить. А теперь познакомимся с возможностями фирменного приложения Dreamy Home. После установки и регистрации аккаунта сканируем код под крышкой, вводим параметры Wi-Fi 2,4 ГГц, несколько раз прожимаем «Далее» и вуаля! Уже загружается плагин. Никаких проблем с установкой и региональностью. Все работает через РФ. После быстрого построения карты робот разметил помещение на комнаты и дорисовал зазеркалье. При этом в 3D-проекции карты робот разместил модельку стола. Признаки интеллекта наблюдаются, но понять, насколько пылесос умен, можно будет только после тестов. Весь список возможностей приложения можете изучить на экране. Дополнительно расскажу только о необычных функциях. К примеру, в режиме зональной уборки появилась опция «Целенаправленная уборка». Достаточно ткнуть пальцем в диван, и робот сразу поймет, что от него требуется. Зоны с высокими порогами переведены криво. Здесь их назвали виртуальными стенами, из-за чего возникает когнитивный диссонанс. Возможности спрятать комнату в редакторе нет, избавиться от зазеркалья не получится. Используем классические запретные зоны. Для режима Clean Genius предусмотрели плановую либо тщательную уборку, в которой робот будет мыть более качественно. Но перфекционисты всегда могут отрегулировать параметры вручную, причем для каждой комнаты. Кстати, интенсивность смачивания можно настроить ползунком. Промывание салфетки можно отключить. Полезная возможность, если хотите, чтобы робот помыл полы на втором этаже. Для ковров предусмотрено множество алгоритмов, включая уборку без салфеток. Потом проверим, как это все работает. Для влажной уборки предусмотрена автоматическая повторная уборка и повторная промывка при сильно загрязненных мопиках. Фронтальные датчики можно гибко настроить, в том числе дать роботу понять, что в доме бегают животные. Можно удаленно подключиться к камере и проехать по дому, посмотреть, как поживает псевдорыжик и даже поморгать ему фарами. Но самое интересное — встроенный голосовой помощник OK Dreamy из раздела бета-функций. Описание работы этой функции в приложении звучит как анекдот, но как она работает на практике? OK Dreamy. I'm here. Начни пылесосить. Хорошо, начинай подмести пол. Но не стоит послушно хвататься за веник или гневно выбрасывать робота в окно. Это всего лишь ошибка машинного перевода. На самом деле L30 Ultra очень умный. Сейчас покажу, как работает функция «Убери здесь». OK Dreamy. OK Dreamy. OK, глупый робот Dreamy. Okay, Dreamy. Что ты мне окейкаешь? Это я говорю OK Dreamy. Okay, Dreamy. В общем, иногда соседи прибегают быстрее, но в конечном итоге протестировать функцию удалось. Подойди ко мне и вымой пол. Окей. Хорошо, начинай мыть шваброй. И действительно вымыл указанную зону. В общем, голосовой помощник работает так, как и должна работать бета-версия. До состояния готового продукта еще явно нужны доработки. Теперь посмотрим, как пылесос объезжает опасности. Сложенный в моток удлинитель был замечен и остался нетронутым. Весы робот несколько раз смерил взглядом и тоже успешно объехал. Белый горшок обмел по кругу, оставив неубранную зону в радиусе 5 сантиметров. Крупный сюрприз L30 Ultra сначала не заметил, пронесся мимо на огромной скорости, после чего задел кормой при маневрировании. При этом маленький сюрприз обмел на безопасном расстоянии, как будто понимая, лучше не приближаться. Участки около носка обработал, двигаясь в разных направлениях. Сам носок остался неприкосновенным. Зарядка для телефона тоже не доставила проблем. Пылесос ее увидел и спокойно объехал, отмеряя расстояние.
То же самое касается кроссовки и темного горшка. Оба предмета были обойдены без касания, несмотря на темный цвет. При хорошем освещении все опасности были распознаны и обозначены на карте значками. Для горшков специальных значков не нашлось. Здесь робот поставил универсальные конусы. Размотанный провод робота тоже не смутил. Камера поняла, с чем имеет дело, распознала и повела в обход. Опасный участок пройден без контакта. С игрушечным котом L30 Ultra обошелся уважительно и не доехал до хвоста сантиметров 10. Но распознать игрушку не смог и никак не обозначил. К стоящему у стены зеркалу сначала дорисовал зазеркалье, потом немного подумал и убрал. Затем снова нарисовал, снова убрал и закрепил достигнутый результат конусом на карте. За исключением некоторых погрешностей, Dreamy L30 Ultra продемонстрировал топовую навигацию и обошел все опасности. В темноте автоматически включается подсветка, и робот продолжает бесстрашно маневрировать на минном поле, совершать круговые обходы, зачищать пространство зигзагами. Качество распознавания снизилось. Сюрпризы на карте отмечены значком ткани, но главное, что робот сумел их объехать. Подсветка действительно помогает. Планировать уборку можно независимо от освещенности. Это плюс. Учитывая крутизну навигации, я решил дополнительно проверить обнаружение луж. Чудо не произошло. На лужи пылесос не реагирует. Но важно отметить, что в режиме влажной уборки турбощетка поднимается и остается сухой. Робот может смело мыть полы, даже если кот ведет себя подозрительно. На всякий случай был проведен тест с пятнами. Здесь тоже все ожидаемо. Пятна пылесос не видит, алгоритм движения не меняет. Обычная уборка зигзагами. Никаких претензий по этому поводу нет, потому что производитель ничего не обещал. Просто отмечаем как данность. В помещении робот ведет себя предсказуемо. Объезжает шторы, как и большинство конкурентов с лидаром. Держит линию у белого плинтуса. Иногда задумывается, но все равно прометает вдоль черного. Кстати, робот почему-то решил к нему вернуться и доработать несколько участков. Первый раз вижу такой необычный подход к уборке. Сушилку глазастый робот заметил, оценил положение ножек и аккуратно объехал их без всякого штурма. На карте в этом месте появился значок кресла. Журнальный столик L30 Ultra увидел, притормозил, обмел тонкие ножки и поставил на карте конус. С другими ножками тоже проблем не возникло. Притормаживает, обметает, независимо от исполнения. Белые, хромированные, черные, тонкие или толстые. Полная высота корпуса у этой модели 104 мм, может даже 103, но в соответствующий проем пылесос заезжать отказывается, обрабатывает его по контуру. Чтобы Dreamy L30 Ultra сделал свою работу, под мебелью должно быть пространство в 11 см. Перед решением о покупке рекомендую побродить по дому с рулеткой. Для ковров в распоряжении робота целый арсенал возможностей. Он может сбросить мопики на станции и целенаправленно заняться ковром. Швабры удалены. Может снизить скорость и пройти ковер двойными зигзагами, если активировать режим интенсивной очистки. Может объезжать по краю в режиме влажной уборки, но границы ковра лучше немного расширить, иначе вы будете наблюдать что-то наподобие сцены из фильма «Остин Пауэрс». Может по классике поднимать салфетки, но для мохнатого ковра это не работает, поскольку высота подъема всего 10,5 мм. Ну а может не париться с этим всем и гонять по ковру, не выходя из режима влажной уборки. Подойдет для резинового коврика у входной двери. С темными покрытиями затруднений не возникло. Робот в состоянии отличить черный ковер от пропасти, и тест на столе подтверждает это. В многоуровневые дома можно брать смело. Проходимость порогов нормально. Планку высотой 15 или 20 мм робот переезжает без особых проблем. Но чтобы предотвратить разворот в результате срабатывания фронтального датчика, такие пороги нужно обязательно выделять на карте. К навигации в доме вопросов нет. Последовательно и предсказуемо убирают комнату за комнатой, проходя зигзагами и вдоль стен. Находит и отмечает значками предметы, из-за чего убирает не слишком быстро, но основательно. Батарея емкостью 6400 мАч хватило на 112 минут в режиме комплексной уборки с максимальной силой всасывания. За это время L30 Ultra успел обработать 84 квадрата. Катаясь по дому, пылесос собрал плотный комок пыли и волос. Некоторые из них намотались на торцы турбощетки. Время от времени потребуется обслуживание. Автономность у этой модели выше, чем у флагманского X40 Ultra. Думаю, это связано с меньшей мощностью. Хотя по уровню шума такого не заподозришь. Даже в тихом режиме на шумомере проскакивает 58 дБ. А в максимальном режиме до 73 дБ.
Написанное на коробке 7300 паскаль прямо чувствуется даже без всяких тестов. Но мы все-таки проведем их. Робот несколько раз пробегает по щелевому стенду вдоль и поперек, задерживается на определенных участках из-за срабатывания датчика. В общем, возится долго, и вот что показывает по итогу. Щель глубиной 2 мм зачистил пунктиром. Щели глубиной 4 мм пунктиром. И на этом все. Так что фактическая мощность у Dreame L30 Ultra не такая высокая, как хотелось бы. Я бы даже сказал ниже средней. Предполагаю, что этим и объясняется повышенная автономность. Как это влияет на качество уборки? Сейчас узнаем. Пылесос определяет положение, затем собирает мусор вдоль стен и зигзагами. С первого прохода собрал соринки по центру, со второго доработал по краям. Но не идеально. Все равно они остаются в обширных угловых зонах. Это проблема торцевой щетки. Она хорошо входит в угол, выгребает крупу и крошки, но почти не работает при повороте корпуса пылесоса, из-за чего в 10 сантиметрах от угла создается слепая зона. Песок пылесос вычищает по тому же алгоритму. В целом с поставленной задачей справляется, но мощности немного не хватает. Обратите внимание на песчаные полосы, которые остаются после первого прохода. Со второй попытки робот почистил их, но тут и там видны песчаные шлейфы. Тестовая тряпочка подтверждает неидеальность результата. Даже на поверхности остались песчинки. В углах такая же картина, что и с мусором. Сам угол зачищен неплохо, но с разбросом за пределами 10 сантиметров. С первого прохода на ковролине L30 Ultra оставил соринки по всей площади, особенно в предстенных зонах. Со второй попытки улучшил результат. К центру стенда претензий нет, но по краям все равно осталась крупа и хлопья. На мохнатом ковре пылесос решил сделать один проход, но справился довольно-таки неплохо, по крайней мере в тех участках, где проходила турбощетка. По центру наблюдаем мелкие соринки, провалившиеся в глубину, но из боковых зон можно подтащить и крупный мусор. По итогу Dreame L30 Ultra показал неплохой результат, особенно в центральной зоне ворсистых покрытий. Но тот же Pro Ultra Hit выступает куда увереннее, особенно на периферии. После тестов валик сравнительно чистый, не считая волос у торцов. Но при необходимости можно поставить щетку с лезвиями. После возвращения на станцию робот сообщает: Пустить автоматически опоражнивать. И начинает яростно гудеть, выгружая мусор. Уровень шума повышенный, до 76 дБ, но потерпеть нужно всего 10 секунд. Для проверки выгрузки я использовал различные типы мусора: семечки, песок, смесь крупы и кошачий наполнитель. Со всеми задачами станция справилась на 100%, не считая каких-то погрешностей. С выгрузкой мусора у этой модели полный порядок. Дополнительный тест с шерстью тоже прошел успешно. Линяющий питомец, как и его хозяин, будет доволен. Для влажной уборки помимо интенсивности смачивания и частоты полоскания значение имеет выбранный режим. В режиме «Тщательный плюс» L30 Ultra работает плотными зигзагами на низкой скорости, что должно помочь с удалением сложных загрязнений. После предварительного полоскания салфеток робот поехал на пятна кофе. При движении вдоль стены выдвигает мопик, а в углах сдает назад, чтобы лучше промыть угловую зону. Большую часть загрязнений L30 Ultra устранил сразу, но из-за реакции фронтального датчика на плинтус в двух местах остались пятна. Пришлось запускать повторно и еще один дополнительный запуск для улучшения результата вдоль стены. Выдвижной мопик, как обычно бывает у Dreame, прижимается к полу недостаточно сильно, из-за чего оставляет недомытые пятна в пределах 25 мм. В углах за счет заезда задом не домывают те же 25 мм, и это отличный показатель. При устранении сочных пятен снова подвел фронтальный датчик. Робот поехал в обход угла. По большому счету L30 Ultra справился с задачей с одного прохода, но все равно потребовался еще один запуск. Со второй попытки робот уже заехал в угол, но по итогу все равно не домыл его. В 2-сантиметровой зоне у стены тоже остались пятна. Пылесос хорошо отмывает центральные зоны стенда и наверняка справится с экстремальной грязью. Смотрим. Первый проход. Пылесос собирает большую часть земляных комков и развозит по стенду оставшуюся грязь. Снова запускаю комплексную уборку. Земли на полу не осталось, только круговые разводы и кое-где следы протектора. Проход номер 3 в режиме влажной уборки. Салфетки хорошо собирают грязь, но ее слишком много, остаются коричневые следы. Четвертый проход. Середину загончика L30 Ultra отмыл начисто, но в боковых зонах отчетливые следы грязи и разводы. Пятый проход.
Робот потихоньку закрывает гештальты, но неоднородность результата сохраняется. Видите это пятно в правом нижнем углу? Даже после 6-го запуска оно по-прежнему остается заметным, но в целом результат засчитываем. Такое впечатление, что пылесосу не хватает интенсивности смачивания. Проверим эту гипотезу в ходе теста с кетчупом. Первый запуск. Робот откатывает по стенду зигзагами и частично убирает рыжий налет. Второй запуск. Большое рыжее пятно развалилось на отдельные островки, между которыми появляются светлые промежутки. Третий запуск. Очертания пятен размываются и смешиваются. На стенде отчетливо прослеживается рыжий налет. С 4-го запуска L30 Ultra частично оттер его, но по всей поверхности сохраняются пятна, и только сейчас появились капли воды. 5-й запуск. Кое-где робот уже справился с задачей, но полосы и разводы мозолят глаза, особенно в нижней части стенда. 6-й запуск. Подопытный отчаянно натирает стенд мопиками, но прижимной силы не хватает. Налет, разводы и пятна. 7-й запуск. Картина постепенно меняется, но динамика медленная. Справится ли робот с этой задачей, вообще неизвестно. С 8-го запуска стало лучше, но рыжая полоса внизу по-прежнему не отмыта, не говоря уже о разводах по краям. Только с 9-го прохода робот смог ее подразмазать, а окончательно отмыл с 10-й попытки. Мне понравился алгоритм работы в углах и качество уборки на основном пространстве, но прижимной силы и смачивания не хватает, из-за чего 30-ку уступает другим актуальным моделям Dreamy. Посмотрел 10 роликов, но так и не понял, что выбрать? Не проблема. Заходи в чат телеграм-канала Best Robot, получи консультацию экспертов, узнай мнение реальных пользователей. Ну а в качестве бонуса к полезной информации у тебя есть шанс получить бесплатный пылесос, который мы разыгрываем среди подписчиков раз в месяц. Ссылка на сообщество закреплена в описании. С установленной периодичностью пылесос заезжает на станцию и стирает салфетки в горячей воде. Производитель заявляет подогрев до 58 градусов, но фактическая температура, до которой подогреваются салфетки, варьируется от 29 до 33 градусов в зависимости от выбранного режима. Не самый высокий показатель, однако факт подогрева подтверждается. Детально различия между режимами самоочистки представлены в таблице. Можете изучить в стоп-кадре. Производимый шум средний, и звучит он следующим образом. Моющее средство при тестировании традиционно не используем, чтобы результаты было проще сопоставить с другими моделями. После кофейного теста мопики равномерно бежевые. Станция смогла хорошенько промыть их, выглядят чистыми, но при ручной стирке удалось отжать немного окрашенной воды. Разница до и после видна невооруженным глазом. Сок оставил на салфетках морковные разводы, которые в результате промывания на станции превратились в красноватый оттенок. Избавиться от него удалось только в раковине с моющим средством, и то не полностью, но разница определенно есть. Мопики хорошо впитали грязь, особенно это касается участков по краям. Станция вроде бы убрала землю, но салфетки все еще коричневые. Вручную удалось достичь большего. Несколько грязных отжимов, и все равно салфетка выглядит грязноватой. Та, с которой работала станция, кажется более чистой. После первого цикла уборки кетчупа салфетки слегка порыжевшие. Они выглядят даже более чистыми, чем после 10-го цикла полоскания на станции. Вручную удалось слегка улучшить их состояние, но ворс окрасился. Тут поможет только стиральная машина. В целом, самоочистка у Dreamy L30 Ultra реализована на среднем уровне. Для регулярной уборки в доме возможностей станции хватит, но после работы с пятнами может потребоваться вмешательство пользователя. Особенно это касается промывания пандуса и поддона. Их нужно снять и почистить щеткой. После промывания на станции мопики мокрые, как вы можете наблюдать по состоянию тестовой салфетки. Но для Dreamy L30 Ultra это не проблема, ведь сразу после самоочистки включается встроенный фен. Начать сушку швабр. Уровень шума сравнительно низкий. Чтобы заметить его днем, понадобится музыкальный слух. При этом температура выдуваемого воздуха по меркам Dreamy высокая. Лицевая панель нагревается почти до 42 градусов. К примеру, у флагманского X40 удалось поймать только 37 градусов. Естественно, с таким феном мопики высыхают полностью. 2 часов более чем достаточно. Подведем итоги. Dreamy L30 Ultra.
По-прежнему актуален в 2025 году, но у пылесоса есть особенности, которые стоит учитывать при выборе. L30 Ultra хорошо объезжает предметы, в том числе в темноте, благодаря встроенной подсветке. В приложении масса функций, не хватает лишь уборки под шторами, а голосовой помощник нужно дорабатывать. Робот не такой мощный, как хотелось бы, но на высоком уровне убирает поверхность ламината и ковролина. Моет неплохо, но экстремальное загрязнение не его конек. По системе оценки Best-Robot Dreame L30 Ultra набрал 130 баллов и занял 7-е место в рейтинге All-in-One пылесосов. При исходном ценнике L30 Ultra может составить конкуренцию L10S Pro Ultra Hit, особенно если планируется запуск в темное время суток. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца и поставили лайк под роликом и подписались на телеграм-канал, где я регулярно обновляю рейтинги. Пока-пока и до новых обзоров!